В 2019 году Бернар Арно ненадолго возглавил список миллиардеров Forbes как самый богатый человек в мире, прежде чем его снова обогнал Джефф Безос. Но в 2023 году Арно снова вырвался в лидеры, обогнав не только Безоса, но и небезызвестного Илона Маска. Но все, что мы знаем и видим, это результат всей той многолетней работы, которую выполнял Арно. А как он пришел к такому результату? Где учился? Как сотрудничал с отцом? Как сумел вывести семью на новый финансовый уровень? Обо всем этом поговорим сегодня. Перед тем, как приступить к теме более детально, хочу напомнить, что у меня есть два YouTube канала: Smaps Education про зарубежное образование и Егор Еремеев про мои путешествия и факты о городах и странах. Если вам интересна учеба за границей, возможности построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или эмиграции, рекомендую подписаться на каналы. Бернар Арно родился 5 марта 1949 года в Рубе, Франция. Вырос в довольно обеспеченной семье. Его отец был успешным производителем строительных материалов, и уже в детстве Арно интересовался бизнесом и предпринимательством. В возрасте 10 лет он сказал своему отцу, что хочет стать бизнесменом. Логично. Арно учился в престижном лицее Федерба в Лиле, где преуспел в учебе. Лицей Федерба – престижная школа, основанная в 1854 году и названная так в честь французского генерала и политика, сыгравшего важную роль в колонизации Сенегала. Помимо Арно в лицее учились и такие выдающиеся личности, как Шарль де Голль, бывший президент Франции, посещавший эту школу в начале 20 века. Пьер Маруа, бывший премьер-министр Франции, Луи Пастер, известный французский микробиолог и химик. Жан-Жак Гольдман, французский певец и автор песен. Позже Бернар Арно изучал инженерное дело в политехнической школе в Париже, одной из самых престижных инженерных школ Франции. Во время учебы в политехе Арно изучал математику, физику и экономику, что дало ему прочную основу не только в науке, но и в бизнесе. Политехническая школа, в которой учился будущий миллиардер, была основана в 1794 году во время Французской революции и является одной из старейших и наиболее престижных инженерных школ в мире. Отсюда выпустились многие известные ученые, инженеры и политические лидеры Франции. Среди выпускников Мария Кюри, Густав Эйфель, тот самый, что соорудил башню, ставшую символом Франции. Анри Пуанкаре, математик и физик, известный своим вкладом в развитие специальной теории относительности и теории динамических систем. Арно получает диплом инженера, потом поступает в горную школу Парижа, где изучает менеджмент. Именно в это время у него появился интерес к индустрии предметов роскоши, и он начинает думать о том, как применить свои инженерные и управленческие навыки в этом секторе. В 1971 году Арно присоединился к компании своего отца Ferré Savinel, которая производила строительные материалы. Он быстро поднялся по служебной лестнице и в 1978 году стал генеральным директором компании. После завершения военной службы Арно убедил своего отца инвестировать в недвижимость, и тот заинтересовался потенциальной прибылью, которую можно было бы получить в индустрии предметов роскоши. Бернар в какой-то момент договорился о продаже семейного предприятия, при том счел нужным сообщить об этом отцу уже только после окончания сделки. Продав семейный бизнес, Арно переехал в США, где провел несколько лет, изучая бизнес-приемы слияний и поглощений компаний корпорациями. Из США он возвращается вооруженный арсеналом типично американских приемов по агрессивному захвату компаний. Позже он приобретает испытывающую трудности текстильную компанию Bussac, которой принадлежит несколько высококлассных модных брендов, включая Christian Dior. Арно увидел возможность изменить ситуацию в такой компании, сосредоточившись на ее брендах роскошной одежды, и быстро сделал себе имя как проницательный бизнесмен, разбирающийся в дизайне и брендинге. Под руководством Арно Christian Dior быстро стал одним из самых успешных и прибыльных брендов роскошной моды в мире. Арно также приобретает несколько других брендов класса люкс, включая Louis Vuitton и Givenchy, и строит глобальную империю компаний, производящих товары класса люкс, которая в конечном итоге стала LVMH Group. Деловая хватка и стратегическое видение Арно помогли
преобразовать индустрию предметов роскоши, и его многие считают одним из самых успешных и влиятельных бизнесменов своего поколения. Сегодня LVMH является крупнейшей компанией по производству предметов роскоши в мире, с портфелем из более чем 70 брендов и рыночной капитализацией более 300 миллиардов евро. Восхождение Арно на вершину мирового рейтинга миллиардеров начинается в 1990-х годах, когда он организовал слияние Louis Vuitton и Moët Hennessy с целью создания LVMH, крупнейшего в мире конгломерата товаров класса люкс. На протяжении многих лет он продолжал приобретать другие высококлассные бренды, включая Fendi, Givenchy и Bulgari. Расширяет присутствие компании в Азии, особенно в Китае, где наблюдался растущий спрос на товары класса люкс. В дополнение к своему успеху в LVMH, Арно также сделал разумные инвестиции в другие компании, включая французскую сеть супермаркетов Carrefour, так и компанию Hermès, Hermès, кому как больше нравится, производящую товары класса люкс. Он также инвестировал в недвижимость и другие предприятия, а его личная инвестиционная фирма Groupe Arnault владеет активами в различных отраслях, включая технологии и медиа. С годами состояние Арно продолжало расти, и в 2018 году он стал самым богатым человеком Европы с состоянием более 80 миллиардов долларов. Несмотря на колебания в мировой экономике и проблемы, с которыми сталкивается индустрия предметов роскоши, состояние Арно остается удивительно стабильным. И он по-прежнему считается одним из самых успешных и влиятельных бизнесменов своего поколения. В 2020-2022 годах в списке самых богатых людей планеты Арно перегоняли все те же Маск с Безосом, но в 2023 году Арно удалось забрать пальму первенства себе. Немного о LVMH. Она была создана в 1987 году в результате слияния Louis Vuitton и Moët Hennessy, двух старейших и наиболее престижных компаний по производству предметов роскоши в мире. Сегодня в портфолио LVMH входят некоторые из самых знаковых и узнаваемых брендов в области моды, красоты и ювелирных изделий, включая Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Bulgari и Sephora. Помимо своих люксовых брендов, LVMH также владеет несколькими престижными компаниями по производству вина и крепких спиртных напитков, включая Дон Периньон, Вдова Клико и Hennessy. Штаб-квартира LVMH находится в Париже, Франция, но имеет глобальное присутствие, осуществляя операции в Европе, Азии и Северной и Южной Америке. Компания известна своей приверженностью устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности. В 2019 году LVMH запустила свою программу Life 360, целью которой является снижение воздействия компании на окружающую среду и продвижение устойчивых практик по всей цепочке поставок. LVMH также вносит значительный вклад в развитие искусства и культуры, уделяя особое внимание поддержке молодых художников и расширению доступа к искусству. Компания учредила несколько фондов и инициатив, направленных на содействие культурному обмену и творчеству. О семье миллиардера. Первый брак Арно был с Анной Дававрен, от которой у него двое детей – Дельфина и Антуан. Дельфина в настоящее время является исполнительным директором LVMH и сыграла ключевую роль в экспансии компании на новые рынки, особенно в Азии. Антуан Арно – генеральный директор Берлути, одного из брендов элитной моды LVMH. После развода с Дававрен Арно женился на Элен Марсье, канадской концертной пианистки. У пары трое детей – Александр, Фредерик и Жан. Александр Арно – генеральный директор Tiffany & Co., которая была приобретена LVMH в 2021 году. Фредерик Арно – генеральный директор Tag Heuer, одного из часовых брендов класса люкс. Жан Арно пока еще учится. О благотворительности и хобби. Арно принимал участие в благотворительной деятельности, особенно в области образования и искусства, и основал несколько фондов и инициатив, направленных на поощрение творчества и культурного обмена. Бернар Арно за эти годы сделал ряд благотворительных пожертвований, в том числе пожертвования в размере 10 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери после того, как он был поврежден
поврежден пожаром в 2019 году. Всего семья пообещала отдать 226 миллионов долларов на восстановление собора. Бернар Арно не только один из самых успешных бизнесменов в мире, но и известный коллекционер произведений искусства. Он известен своей любовью к современному искусству, и в его коллекцию входят работы некоторых крупнейших имен, включая Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога и Клода Мане. Арно также является поклонником и коллекционером работ американского художника Джеффа Кунса. На самом деле он самый известный коллекционер работ этого художника. Коллекцию Арно можно увидеть в фонде Louis Vuitton Foundation, потрясающем музее и художественном центре в Париже, построенном по его заказу, здание которого спроектировал Фрэнк Герри. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. И я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.